Всем привет! Задаетесь вопросом, что делать после того, как вы переехали в Киев? Где жить? Как найти квартиру в Киеве в хорошем районе с развитой инфраструктурой, но по приемлемой цене? Тогда ловите несколько вариантов жилых комплексов, в которых можно снять квартиру недорого, относительно недорого. При этом квартиры в этих ЖК современны и комфортны для проживания. В некоторых вариантах даже можно попасть на первую сдачу, так как ЖК были введены в эксплуатацию совсем недавно. Первый вариант – это ЖК Комфорт Таун. Жилой комплекс расположен в Днепровском районе по улице Регенераторная. Ближайшие станции метро – Левобережная и Дарница. Дорога до метро займет у вас минут 10 машиной или же минут 20-30 общественным транспортом. Комфорт Таун считается одним из лучших новостроев Киева, квартиры в котором можно снять за приемлемую цену. Аренда однокомнатной стандартной квартиры или квартиры-студии вам обойдется 11-12 тысяч гривен в месяц. Также здесь есть и смарт-квартиры, они похожи на студии, но еще более компактные и достаточно маленькие по своему метражу. Однако для тех, кто планирует снимать квартиру в одиночку, это станет отличным решением, поскольку и арендная плата за смарт-квартиру обычно ниже на несколько тысяч. В Комфорт Таун арендовать смарт-квартиру вы сможете от 8-9 тысяч гривен в месяц. Территория Комфорт Таун закрыта и охраняется, поэтому просто так сюда никто зайти не может. Для того, чтобы охрана пропустила ваших гостей, службу доставки или такси, вам необходимо будет предварительно подать онлайн-заявку или же предупредить охрану о посетителях по телефону. На территории жилого квартала вы найдете все, что нужно, от супермаркетов и аптек до салонов красоты и медицинских учреждений. Также тут есть рестораны и кафе, плюс построено много игровых площадок для детей. Есть частный садик, начальная школа, гимназия и академия. Для любителей спорта и активного отдыха на территории обустроены фитнес-клуб, теннисный корт и уличные футбольные, баскетбольные и волейбольные спортплощадки. Есть отдельные площадки для того, чтобы выгуливать питомцев. А также паркинг, зоны для прогулок и небольшие арт-объекты. Что же касается внешней инфраструктуры, то недалеко от жилого квартала находится ТЦ Дарница, кинотеатр, несколько почтовых и банковских отделений, а также школы и садики. Если же вы решите купить квартиру в ЖК Комфорт Таун, то цена однокомнатной квартиры составит около 1,5 миллиона гривен или 55 тысяч долларов. Второй вариант – это ЖК Молодежный квартал. Место расположения ЖК Дарницкий район по улице Ващенко или Елизаветы Чавдар. Ближайшие станции метро Осокорки и Поздняки. Обе станции метро находятся в пешей доступности. До метро Осокорки всего 10-15 минут ходьбы, а до Поздняков 20 минут. Также в нескольких минутах езды находится Южный мост, который соединяет левый и правый берег Киева. В принципе, отсюда есть множество маршруток, которые обеспечивают сообщение практически со всеми районами города. ЖК Молодежный квартал – это комплекс из 7 кирпичных зданий до 24 этажей. Это новостройка эконом-класса, здесь аренда однокомнатной квартиры обойдется вам от 8,5 до 9-10 тысяч гривен в месяц. В проекте ЖК объединены жилые помещения, спорткомплексы, магазины, рестораны. То есть здесь также есть все, что необходимо современному жителю столицы. Помимо этого, рядом с ЖК есть и аптеки, химчистки, товары для домашних животных, почтовые и банковские отделения и стоматологическая клиника. В целом и внешняя инфраструктура района очень развита. Есть несколько детских садов, 3 школы, большой супермаркет Новус. В пешей доступности находится гипермаркет Эпицентр, а в 15 минутах ходьбы от ЖК в сторону метро Осокорки расположен торговый центр Аркадия, а в сторону Поздняков торгово-развлекательный центр Аладдин с кинотеатром «Линия кино». Относительно недалеко возле ЖК Молодежный квартал также находится озеро Небреж, озеро Серебряный Кол и парк Поздняки. Купить квартиру в ЖК Молодежный квартал стоит от 1,5 миллиона гривен, то есть 55 тысяч долларов. Третий вариант – это ЖК Варшавский. Варшавский микрорайон расположен на Виноградаре, Подольский район. Этот проект – первая в столице глобальная застройка целого микрорайона в единой архитектурной концепции. Микрорайон строят, основываясь на лучшем опыте современной застройки польской столицы. Все здания возводятся из экологически чистых материалов и дополнительно утепляются. На сегодня здесь достаточно неплохая транспортная развязка, и до ближайшей станции метро Сырец приблизительно 10 минут машиной и 20-25 минут общественным транспортом. Очень удобно добираться и до метро Нивки, поскольку отсюда едет много маршруток и троллейбусов. По времени это также минут 20-25, а если машиной, то 10-15. Но одним из главных инфраструктурных преимуществ комплекса станет открытие 2 новых станций метро.
Мостицкая и проспект Правды, которые будут расположены в 6 минутах ходьбы от комплекса. Эти новые станции уже активно строятся и по предварительным прогнозам должны открыться в конце 2021, в начале 2022 года. Весь микрорайон делится на 3 большие ЖК. ЖК Варшавский, Варшавский 2 и Варшавский плюс. Жилой фонд включает в себя квартиры абсолютно разного уровня. Это и эконом-класс, и комфорт-класс, и класс премиум, то есть пентхаусы с панорамным остеклением. Много домов проекта еще находятся на этапе стройки. Однако в тех домах, которые были построены первыми и введены в эксплуатацию, уже можно снять квартиру. Аренда однокомнатной квартиры на сегодня составляет от 11-12 тысяч гривен в месяц, но после того, как рядом откроют метро, цены могут стать и выше. Территория Варшавского микрорайона состоит из частных и общественных зон. Проще говоря, это открытый жилой комплекс с закрытыми дворами. Таким образом, все магазины, кафе, спортивные стадионы, зоны для парковки будут размещаться на совместных общественных зонах, а придомовая территория внутри кварталов будет частной. Детские маленькие спортплощадки и зоны отдыха будут расположены на придомовой частной территории. Вообще, этот район выбирают те, кто предпочитает размеренную и спокойную жизнь, поскольку все здания расположены вдали от шумных и загазованных улиц, к тому же рядом находится лес и озеро. При этом в пределах пешей прогулки есть больница, детский садик и магазины, а также совсем недавно был открыт новый торгово-развлекательный центр Ретровиль, в котором вы найдете множество фэшн-магазинов, ресторанов, фудкорт, строительный гипермаркет, кинотеатр, мультиплекс и спортлайф с бассейном. Приобрести квартиру в Варшавском микрорайоне можно от 1 миллиона 200 тысяч гривен, то есть 44 тысячи долларов. Также вы можете еще успеть вложиться в стройку, цена квартиры примерно от 22-23 тысяч гривен за метр квадратный. Четвертый вариант — это ЖК Теремки. Жилой комплекс Теремки находится в Голосеевском районе, по улице Академика Заболотного. Это ЖК комфорт-класса с современной планировкой, высоким качеством строительства и очень развитой инфраструктурой. До ближайшей станции метро Теремки буквально 5 минут езды. Аренда однокомнатной комфортабельной квартиры в ЖК Теремки стартует от 10-13 тысяч гривен в месяц. Со всех сторон ЖК окружен парками и лесопосадками. Совсем рядом находится Голосеевский лес, Национальный музей народной архитектуры и быта Украины, Пирогова и парк Феофания. Также застройщик создал целых 5 гектаров лесопарковой зоны отдыха на территории, которая является первым и единственным в Киеве уникальным экологически чистым пространством в составе жилого комплекса. ЖК имеет закрытую охраняемую территорию, здесь собраны все необходимые объекты инфраструктуры, детские сады, школы, лицеи, центры творчества, спортплощадки и фитнес-клубы, аптеки, салоны красоты и медучреждения, почтовые и банковские отделения, кафе и рестораны. Плюс рядом одна из лучших больниц Украины – Феофания. Недалеко от ЖК работают ТРЦ Артмол и Магеллан, а еще к концу этого года возле метро Теремки обещают открыть самый большой торговый центр Украины – Республика. Чтобы купить квартиру в ЖК Теремки, вам нужно иметь от 1 миллиона 600 тысяч гривен или 60 тысяч долларов. Пятый вариант — это ЖК Казацкий и еще один ЖК, который расположен в Соломенском районе по улице Гарматной. Это также ЖК класса комфорт, включая 2 многосекционных высотки за счет того, что здания построены по П-образной форме. Дворики получились очень тихими и уютными. Территория ЖК ухожена и благоустроена. Ближайшие станции метро Шулявская и Берестейская и Политехнический институт. Без пробок можно добраться за 10 минут машины и минут за 20 общественным транспортом. Остановки общественного транспорта располагаются очень близко, всего пару минут ходьбы. Арендовать квартиру в ЖК Казацкий стоит от 13 тысяч гривен в месяц. Территория ЖК закрыта и находится под постоянной охраной. Рядом с жилым комплексом есть много магазинов: АТБ, Фора, Мегамаркет, рынок Отрадный и ТРЦ Космополит. В ТРЦ есть множество различных магазинов и бутиков, а также кинотеатр, боулинг и каток. Помимо этого, совсем рядом находится несколько детских садиков, школ и университетов. В нескольких метрах расположены поликлиника, отделения банков, аптеки, спортивные площадки. За счет того, что в данном районе живет много студентов, соответственно, тут есть много кафе, суши-баров, пиццерий и несколько ночных клубов. Для более спокойного отдыха на свежем воздухе недалеко есть парк Орлятка. Поскольку жилой комплекс небольшой, то все квартиры здесь распроданы. На данный момент на продажу есть только несколько вариантов двухкомнатных квартир от 2 миллионов 800 тысяч гривен. Друзья, вы должны понимать, что найти квартиру в Киеве можно и дешевле, за 6-8 тысяч гривен в месяц. Вы
сможете арендовать квартиру, но скорее всего это будет обычный старый дом, с квартирами еще советского типа, гостинками, хрущевками и прочее. В данном случае преимуществом жилых комплексов однозначно является то, что это новые дома с современным дизайном квартир и новой мебелью. К тому же, как видите, чаще всего территория любого ЖК закрыта и охраняется. Если же нет, то в каждом парадном есть консьерж. Дворики озеленены и ухожены, все чисто и уютно и красиво. Поэтому сами понимаете, что жить в ЖК намного комфортнее, приятнее и безопаснее. Но понятное дело, что в этом вопросе каждому стоит ориентироваться на свой уровень дохода. А вот где и как зарабатывать больше денег, буду делиться с вами в следующих видео. Не пропустите. Для этого обязательно подписывайтесь на мой канал здесь и в Телеграме, а также на мою страницу в Инстаграм. И конечно же лайкайте видео, если оно вам понравилось. И буду рад вашим комментариям. До скорого!